Мои дорогие и любимые друзья, всем привет-привет и здравствуйте! Какие перемены не заставят себя ждать? Что будет происходить в самые ближайшие 10 дней? Видео актуально в тот момент, когда вы его нашли, какие возможности даст вам Вселенная, какие возможности даст вам судьба. Это, вы знаете, ежедневное волшебство, это мой перевод такой. И, кстати, метла, она чистит от негатива. Поэтому у мудрых женщин всегда была метла, очищение от негатива. К ним всегда шло много негатива от людей суеверных и так далее. Ну и вот, тоже Ленорман, второй Ленорман ответит на эти вопросы. Что хорошего произойдет? Это баночка с маслом, это масло целительное, церковное. Исцеляет. Здесь я буду просто опирать карты, чтобы вам было виднее. И я начинаю с Таро. Какие перемены на пороге? Смотрите на будущие 10 дней. Вообще вы загадываете сроки, но я посмотрю для вас на будущие 10 дней. Все сферы жизни просмотрим, что вас ожидает, какие перемены и что вам даст Вселенная, к чему вас подведет Вселенная. Вообще самое классное такое выражение, на мой взгляд, это к чему вас подведет, что вам покажет Вселенная, скажет «бери». Но иногда мы не видим, потому что у нас глаза не открыты. По этой причине расклады помогают увидеть, раскрыть духовные глаза, чтобы все увидеть, да? Итак, 3 первые карты. И вы здесь видите четверку или двойку жезлов. Двойку жезлов. Это очень хорошая карта, это возможности. Это возможности торговать вашими товарами по всему миру. Это возможности встретить любовь по всему миру. У вас в руках земной шар. То есть сейчас уже то, что могли короли, помните, знаменитость пела «Все могут короли», теперь уже все, теперь эта песня не актуальна. Теперь все могут все. Потому что теперь уже нет понятия «я хуже, чем другой человек». Все интересны миру, и так было всегда, но просто не было еще вот этого духа интернета, когда мы все как одно целое, когда мы можем общаться вместе, когда вы можете показать всему миру, что вы умеете, что можете. Вы можете заработать по всему миру, да, а жить по месту жительства. Итак, двойка жезлов – это, во-первых, двойная сила будет, проявятся ваши таланты, вы сможете в 2 раза больше заработать, вы можете дружить со многими людьми. И главное, что иммунитет восстановится, силы поправятся. Король меча – это тот, который здесь с 2 сторон может быть. Я вам дам двойную информацию, и вы поймете, что касается вас. Это может быть вы. Человек очень смелый, потому что только смелые города берут. Ну, это понятно, да? То есть вы как человек очень смелый, который способен увидеть то, что для вас будет ценное, полезное, и взять это от жизни, да? Это король меча. То есть вы женщина, мужчина, неважно. Вообще джендер неважно. Это только для постели и только для одного близкого человека. Все остальное мы просто люди, да? Теперь уже ведь в английском нет понятия man как person, как человек. Раньше было man как мужчина, как человек, да, man человек. А сейчас person. То есть персона ваша. И здесь персона смелая. Очень смелая. Вы как смелая персона, которая возьмет то, что вам принадлежит по праву. Но иногда король меча может быть человек немного жесткий, решительный, смелый, но с которым нелегко. И это может быть ваш близкий человек, потому что здесь по карте колесница вполне возможно, что какой-то жесткий человек сейчас диктует вам условия, да. Это может быть как и в семье, например, жесткий может быть ваш сын, ваш отец или же ваш партнер по жизни. Человек жесткий, он диктует свои условия, он говорит, вот по таким правилам мы будем жить, будет так, как я сказал. И здесь нужна дипломатия, потому что этот человек иногда бывает прав, но не всегда. Часто он просто вспыльчивый, потому что король меча вместе с колесницей – это очень вспыльчивый человек. Сейчас в вашей жизни есть какой-то вспыльчивый человек, который может себя проявить внезапно. Будьте осторожны, потому что если вы начинаете играть по его правилам и зажигаетесь вместе с ним, ну, это вам не нужно.
Вам не нужно напрягать так свое здоровье, да? Знаете, что это просто его личные заморочки жизни, он не умеет по-другому, он вообще вспыльчивый по жизни. Или она, это может быть она тоже. Вот. Следующая карта — это рыцарь чаш. Это очень хорошая в данном случае карта. Но если я ее сочетаю с королем меча, вполне возможно, что сейчас рыцарь — это всегда новости, это перемены, да? Это перемены, новости, но чаша — это новости в любви. Какой-то рыцарь чаш, то есть человек, который вами заинтересован, может следить за вами где-то, хочет познакомиться или хочет помириться, если вы поссорились. Какой-то человек сейчас чувствует, что он виноват. Вот эти две карты вместе, здесь рыцарь меча выступает как его вина. Он чувствует, что он виноват, что он сделал что-то не так, он вас обидел, может быть, неосознанно, да? И он сейчас спешит к вам, чтобы помириться. Вот это проиграется тоже у многих такое. Я даю разные варианты, чтобы вы понимали, что что-то где-то в одном месте вас касается, что-то в другом. Итак, к чему еще подведут вас высшие силы в ближайшее время? Да, вам нужно будет принимать решения. Вам нужно будет принимать решения. И здесь может быть у кого-то из-за работы и из-за переезда. Да, вот по этой комбинации. У кого-то из вас Вселенная, высшие силы поставят вас сейчас перед выбором, где вам нужно будет принимать решение, потому что уже больше не нужно ждать. Если вы будете ждать, вы пропустите тот шанс, который у вас был. Сейчас Вселенная дает шанс и говорит: не пропусти хлопоты. Но вообще паж меча — это тоже пустые хлопоты какого-то человека, который слишком суетится. Это может быть у вас в окружении есть пустые хлопоты человека. Но если это касается вас, здесь не упустите свой шанс. Потому что Вселенная сейчас вам даст шанс на то, чтобы достичь того, чего вы ждали долго. Да? Я говорю немножко загадками, потому что это же Таро. Да? Таро всегда, даже если вы бы заказали. У меня, кстати, заказать нельзя. Я не делаю за деньги ничего. Уже очень давно не делаю этого. Потому что здесь все можно получить. Восьмерка пентаклей, и это может касаться денег, больших денег, кстати, или какая-то крупная покупка, или какая-то крупная продажа, да, не пропустите свой шанс, или какая-то хорошая работа, какой-то контракт хороший по работе у вас или у кого-то из вашей родни, у сына, у дочери, у партнера. Где-то есть возможность очень хорошо подстелить себе соломки в финансовом плане. Не пропустите этот шанс, говорит расклад, да? Воспользуйтесь этим шансом. Еще один паж пентаклей. Да, хлопоты будут касаться денег. Может, вам нужно срочно что-то продать. Не торопитесь. Вы возьмете самую лучшую цену. У вас будут деньги, да? Если нужно что-то продать или купить, не торопитесь. Если нужно найти работу, планомерно ходите, ищите, потому что вы найдете очень хорошее место. По этому раскладу это видно. Это хороший расклад. Что еще скажут карты, что еще откроют вам? И вы сила. Вот что вам нужно знать прямо сейчас. Сейчас вы входите в свой самый лучший возраст. Вот когда вы смотрите этот расклад, ведь самый лучший возраст у всех разный. Сейчас вы входите в ваш самый лучший возраст, когда открываются небеса, и вы чувствуете, вы в своем прайме, как говорят, в вашей силе. Когда дела устраиваются, когда идет все хорошо, и вроде вы... Здесь, кстати, знамениты вы. Или ваша продукция. С вами считаются и в семье. Все очень быстро будет меняться по колеснице. Очень быстро. И самое приятное, что к вам в жизнь приходит любовь. Именно сейчас идут хорошие новости касательно любви. К вам в жизнь входит любовь. Я очень рада это видеть. Это замечательные новости, да, мои дорогие? Что еще вам нужно знать? К чему еще подведут высшие силы? Шестерка пентаклей. Ну вот шестерка пентаклей — это когда такая хорошая стабильность финансовая. Но здесь, смотрите, не переборщите в помощи другим людям, потому что когда мы помогаем другим постоянно, это не то, что мы не хотим им помогать, нет, просто это делает их пассивными. Да? Они перестают вот
интуитивно, чисто натурально искать заработок, искать выход, как-то немножко суетиться. И часто у тех, кому мы помогаем, может быть или депрессия, или они становятся зависимыми от нас. И таким образом у них не идут дела. И еще и вы виноваты можете остаться. Потому что иногда, когда мы помогаем, особенно родственникам, они думают, а могла бы и больше дать, да? Смотрите аккуратно с этим. Когда вы помогаете родственникам, здесь намек на то, что, ну, вы первая, да, вы во главе, вы главное здесь. Вы решаете, как помочь им, да? Как им поспособствовать, как им помочь себя устроить в жизни. Не дать им просто денег, а помочь им устроиться в жизни, чтобы у них больше не было проблем никогда. Чтобы они стали богаты, еще и вам денег дали, да? Я всегда говорю, пусть у моих врагов, но у меня нет врагов, ну, если бы были. Если бы были, пусть у моих врагов будет $1 000 000. Почему? Потому что, во-первых, у меня просить не будут, а во-вторых, мне еще подарок сделают. Вот такая вещь. Тройка пентаклей, видите, тройка пентаклей все-таки. Шестерка и тройка — это одного поля ягода. Тройка пентаклей — это действительно заработок. То есть кому-то вы поможете, может быть, добрым советом, да, не так деньги, это не так важно, помочь как добрым советом, выслушать, познакомить с кем-то, да, ввести в свой круг. Кому-то вы поможете именно этим, и люди начнут хорошо зарабатывать. Но я вижу здесь, что и вам кто-то поможет, потому что вот тройка пентаклей такая порука. Да, когда вы кому-то, вам кто-то, и еще третий пентакль, это уже перспектива развития отношений, это может быть денежный человек вам встретится, перспектива развития финансов, перспектива хороших покупок. И здесь тоже инвестиции в недвижимость, например, инвестиции, например, в себя родную. Как мы в себя инвестируем? Хорошо питаемся, хороший режим дня и знания получаем. За деньги это все не купишь, мои дорогие. То есть то, что нужно для жизни, за деньги не купишь. Такая вещь. Итак, что еще мы здесь видим? Это десятка пентаклей. К чему вас подведут высшие силы? К очень большим деньгам. У вас будут деньги. Это, знаете, когда есть такая финансовая свобода, что вы вообще не волнуетесь о завтрашнем дне. Кажется, кризис везде, а у вас нет. А у вас все хорошо. А у вас финансовая свобода. А у вас уверенность в том, что завтра вы ни в чем не будете нуждаться. Потому что у вас есть дело в руках. У вас будет какое-то дело в руках. Дело, которое вы, во-первых, любите, а во-вторых, то, что нужно другим. И вы это сможете удачно продать. И здесь полная финансовая независимость. Шестерка пентаклей — это когда есть такая почва под ногами, материальная, что вы просто можете заниматься вообще жизнью. Потому что когда не хватает денег, человек ничего не может делать. Ну, у него одним забита голова, как сегодня на стол хлеб положить, да? А вот когда уже есть деньги, тогда человек начинает интересоваться, как я могу лучше прожить, как я могу качество моей жизни улучшить. Вот об этом все здесь. Что-то не работает моя-то с маслом. Сосуд с маслом не работает, потому что он круглый, видите? Он круглый. Ну, я его здесь оставлю, конечно, я его не убираю. Но я все-таки хотела бы, чтобы карты было вам все-таки видно, да, лучше. Вот так. Вот об этом эти карты и говорят. Ой, извините, пожалуйста. Об этом эти карты и говорят, что вы будете иметь полную финансовую независимость. Полную. Вот у меня сегодня... Но это трудно сделать. Это трудно сделать, чтобы и стол было видно, и мы с вами поговорили, да? Я никогда своего лица не скрываю. Но иногда показываю стол, потому что там... карты видно, да, ну и здесь карты тоже видно, правда, я же все подношу к экрану. Давайте совет получим от Таро и перейдем к Ленорману. Вы получаете подарки судьбы, вы получаете поздравления. Вы получаете поздравления, мои дорогие. Все-таки вот это не работает система. Я лучше рукой буду держать. Вы получаете поздравления, понимаете? Все довольны вами. И у вас успех, у вас праздник, у вас успех. И нет на вас негатива. Не волнуйтесь об этом.
У вас все хорошо, у вас хватает на все. И знаете, тоже это не только деньги, финансы, нет, это тоже радости. Пентакли тоже радости. У вас в жизни теперь будет радость какая-то, вы будете довольны. И люди будут, знаете, как бы благодарны судьбе, что они вас знают. Они будут даже хвастаться, что они вас знают. Потому что вы популярны, вы востребованы, вы лучшие в профессии. Ну вот как оно есть, посмотрите на эту карту, да? Так оно есть, так оно и есть все. Это великолепно. И я еще вижу, что 2 шестерки, да, 2 шестерки. У нас здесь была шестерка, сейчас покажу вам. 2 шестерки это важно. Потому что 2 шестерки дают нам число 12, а 12 домов гороскопа, 12 знаков зодиака. Вот это будет буквально у всех, кто смотрит, у всех знаков зодиака. Будут средства и будет признание в профессии. Также, знаете, мужчина будет вами гордиться, или вы познакомитесь с кем-то, потому что вы очень красивы, вы кому-то очень нравитесь сейчас. И еще я хочу сказать, что когда выходит вот эта карта в раскладе, это вам гарантируется счастливая жизнь. Ну, как есть, так есть, правда? Я скажу, что замечательно. Все вы видели, все перед вашим взором было. Давайте будем делать расклад на Ленорман. На Ленорман мы будем с вами искать сигнификаторов. Это вы здесь, госпожа. И я спрошу для вас, для госпожи, здесь 2 госпожи, есть помоложе и постарше. Все равно какого бы возраста. Я выбираю постарше, потому что здесь как бы вы уже в полноте своего понимания мудрости жизни. Вам может быть 25, я просто выбираю эту карту. И сейчас мы сделаем диагностику, посмотрим, что у вас будет. Солнце, мужчина, развилка, птица, всадник. Вы, вот это вы. У вас будет встреча, свидание. Вот это и есть рыцарь чаш. Мы видели с вами рыцарь чаш уже в той колоде, и это опять другая колода, но тот же самый рыцарь чаш. Все и так понятно, правда? Рыцарь чаш. То есть в вашей жизни будет любовь. Это встречи, свидания, это примирение, если вы ссорились до сих пор, да? Рыцарь чаш. Сегодня не слушаются мои коробочки меня. Дальше смотрим мужчину, ищем. А, мужчина уже был. Вот. Вы сомневаетесь в мужчине, развилка с одной стороны, а с другой стороны солнце. Мужчина может быть эгоист, может быть, но ему нужно быть эгоистом, потому что если он не эгоист, нам такие мужчины не нравятся. Вот такие домашние, знаете, они неинтересные. Мужчина должен быть немножко эгоистичный, чтобы у него в спальне получалось. Вы знаете, о чем я, да? Мужчина без эгоизма это сделать не может. Вот, поэтому мужчина эгоист, но иногда чересчур. По карте развилка иногда вас это пугает, и вы желали бы, чтобы он был немножко позговорчивее. Тоже по развилке у кого-то качели с мужчинами из-за его вот этого характера. Превосходство он свое постоянно показывает. С ним у вас будет разговор. Карта птицы говорит о том, что у вас с этим человеком будет разговор. Вот то, что будет скоро по картам Ленорман. Будет разговор с мужчиной. Может быть, вы ссорились по развилке. Может быть, по развилке было какое-то негативное влияние на нем, на вашей паре. Или на вас негативное влияние. Это сплетни, пересуды, разговоры. Это какой-то черный заговор. Что-то по развилке, что-то нехорошее кто-то замышлял. Но с мужчиной состоится разговор. Это точно. Что еще вам нужно знать прямо сейчас относительно вашей жизни? Вы получите письмо. Видите, вот и разговор, и письмо, и всадник. Это все об одном и том же, что у вас будут какие-то встречи в скором времени. У вас будут встречи или переговоры, или свидания. Что-то будет меняться. У вас жизнь будет меняться. У вас будут какие-то возможности открываться, да? Будут открываться возможности. Это очень хорошо. Что еще скажет Ленорман? Очень хорошая карта. Вот смотрите, кто подозревал мужчину там в измене, еще в чем-то. Лилии и мужчина, он верный, ему можно доверять. У многих очень проиграется, что мужчине можно доверять. Кстати, мужчина может быть вы.
Ваша мужская энергетика, да, энергетика логики, здравого смысла. И вы можете доверять своему здравому смыслу. Вы правильно все рассчитали, вы правильно думаете, вы идете к правильной цели. Здесь могут быть отношения с мужчиной очень верным, надежным, верным. Такое, знаете, мужское плечо, что в наше время большая редкость. Это правда, да? К сожалению, это так. Ну, как есть, так есть. Мы должны видеть мир, каким он есть. И что толку, что мы будем обижаться на мир? Нам нужно с ним взаимодействовать. Точно так и с мужчиной. Что толку на него обижаться? С ним нужно взаимодействовать. Так, дальше смотрим. Надежный, стабильный человек. Но тоже огонь. Вот стабильный и в то же время огонь. Понимаете? Кстати, это стабильная работа. Вот по такому раскладу это у вас или у вашего любимого человека стабильная работа. Стабильные отношения, примирение. По Солнцу и якорю это стабильные отношения. Вот что будет меняться в вашей жизни, больше не будет этих качелей. Больше не будет этого непонимания, да? Придет стабильность, понимание того, что все идет в правильном направлении. Так что все хорошо идет. До сих пор только одна карта была спорная, и это развилка. Но поскольку вот все остальные карты, сколько их уже здесь, 6, 7, 8 очень хороших карт, то карта развилка, она теряет свое магическое плохое воздействие. И я вижу 8 хороших, одна только спорная. Это говорит мне о том, что если и было на вас или на вашем любимом человеке какое-то магическое воздействие, то оно уже теряет свою силу. Вы полностью освобождаетесь от любого магического воздействия. Хорошая карта гармонии. То есть вот если были какие-то пересуды, разговоры неприятные, что-то было в обществе, то это уходит. И гармония, взаимопонимание, слезы уже больше не будут проливаться. Вселенная вытрет ваши слезы и пошлет вам столько хорошего, что вы забудете, что вы плакали. Если кто-то из вас сейчас плачет, не плачьте, у вас все будет просто замечательно складываться. Вы найдете ключ к тем замкам, которые вам навесили. Вот если по развилке вам кто-то навесил каких-то замков в жизни, да, то вы найдете ключ к этим замкам. И у вас будет прозрение. То есть никто больше не будет вам мешать. Никто больше не будет вам давать какую-то ложную информацию. Никто больше не будет вас вести в том направлении, куда им выгодно. Вы будете идти туда, где вам хорошо, где вам вольготно, где вам выгодно. И подберется ключ к нужным дверям. К той двери, где не подбирался ключ. Может, бумаги какие-то не решались, покупки не шли, продажи не шли. Может быть, отношения не складывались. Или с вами, с партнером. Или же в семье с детьми, что чаще. Если дети уже старше 7 лет, отношения всегда сложные. Потому что они пробуют отделиться, а мы их не пускаем, мы хотим им соломки подстелить. То здесь найдется взаимопонимание. Вы начнете свою жизнь жить. И не ждать внуков, а свою жизнь жить, да? Змеи все-таки есть, да? И тогда вот карта развилка, она приобретает... Это родственница, может быть, приобретает вот такие очертания. Это кто-то из семьи, кто, может быть, даже ритуалы какие-то делал на вас. Какая-то змея все-таки у вас в пространстве была. Какая-то недоброжелательница. Из нее все пошло наперекосяк. Из-за какой-то змеи все пошло не так, как нужно. К сожалению, кто-то такой есть. Да, это родственница. Потому что змея вместе с деревом, это, конечно, родственница. По вашей линии, в вашем роду или в роду вашего партнера. Ну, муж – это тоже партнер. Или с тем, кто живете, тоже партнер. Да, такое выражение партнер – это астрологическое выражение. Кстати, астрология 10 тысяч лет назад не было вот этого патриархата, ничего там не было. Равноправные партнеры. Да, есть какой-то негатив, идет какой-то негатив. Ну, чего его бояться? Люди негативные, они нездоровые люди, понимаете? Да, кто-то тучь напустил, кто-то туману напустил, кто-то хочет вас запутать, скрыть какую-то информацию, дать вам ложную информацию, навешать замков. Но у вас же есть ключ, чего вам бояться этих людей. Вы эти замки все откроете и прорветесь, несмотря ни на что. Вы знаете это, вы сильный человек. Вы сильный, вы справитесь.
еще какой-то мужчина связан. Или вы в треугольнике. Или же это ваш отец или сын. Или какой-то еще мужчина, может ваш босс, который очень тяжелый человек. Вот так это кто-то с очень плохим, тяжелым характером, да, тучий мужчина, вот как туча, с очень тяжелым характером, кто-то вам мешает. Что будет дальше с этим человеком, если вы себя узнали в этой ситуации? Поберегите нервы. Вот эта карта говорит, поберегите нервы. Все меняется. Луна – это карта перемен. Все поменяется. И начальник поменяется, и мужчина станет спокойнее. Все меняется в жизни. Перемены будут, так что не волнуйтесь. То, что сейчас кажется страшным, невозможным, как с этим жить, на самом деле все будет лучше. Вам нужно быть очень ловкой. Это карта тотемные лесы. В данном случае это тотемные леса. Если был кто-то, кто обманывал, вот Луна и леса – это тот, кто вас обманывал. Может быть, мужчина вас обманывал или какая-то женщина. Но был человек, просто человек, да, потому что Луна иногда показывает на женщину, но у нас еще здесь и мужчина вышел. Если был кто-то в вашем окружении, кто вас обманывал, вам нужно быть гибче. То есть не вестись на их обман. Они часто провоцируют вас на какой-то острый разговор. Потом говорят другим: видишь, как она проявилась? А на самом деле они провоцировали вас. Они заставили вас возмущаться, да? Не ведитесь на этом. Да, женщина может быть связана. Видите, и мужчина, и женщина. Это могут быть родственники. Какие-то лисы в вашем окружении есть. Лисы. Два субъекта, два человека, какие-то лисы есть. Что вам рекомендует расклад? Понимаете, подобное лечит подобное. Но вот с ними их же оружием нужно. Их же оружием. Не рассказывайте им о себе всю правду. Скрывайте тоже информацию. И с ними их же оружием нужно. Потому что тотемная лиса, она как раз об этом. Ну и собака тотемная. На этого врага у вас есть собака, у вас на каждого врага есть 10 друзей. Может быть, вы даже не знаете, что они у вас есть. Но вот в нужный момент, когда вам нужна будет помощь, да, эти друзья проявятся. Это могут быть ваши ангелы, которые вас защищают. Это могут быть высшие силы. Это может быть ваш партнер. Или ваша мать, которая на самом деле конфликт с ней, но она-то плохого не пожелает, да? Это может быть ваша дочь, с которой вы помиритесь. Это, скорее всего, любимый человек. Десятка червовая – это же любовь. Это новый виток любви. 10 – это новая единица, да? То есть это любовь на новом уровне. Десятка червовая – это как карта влюбленная в старших арканах Таро. То есть ваши отношения сейчас переходят на новый уровень. Вот с этим мужчиной, где он здесь был, который солнце был, да, вот с этим мужчиной. Ну, неважно, какой здесь мужчина, вы понимаете, вы энергетику своего мужчины сюда вкладываете, и с ним у вас будет благополучная жизнь, и враги эти отступят. Какой совет вам дадут карты, я спрошу. Будут деньги, будет и любовь. Вообще нечего переживать. Здесь все так понятно. Расклад как по нотам. У меня, кстати, есть расклад, называется как по нотам. Посмотрели его? Напишите, если смотрели. Вообще некоторые девочки не знают, наверное, что можно зайти на канал и в разделе видео, там у меня 1000 видео. Как по нотам. Я сейчас хочу найти вам карту Солнца. Солнце — это вот то, что выжигает, снимает негатив. Карта Солнца. И карта Рыбы, она о деньгах и о любви. У вас будет и любовь, и деньги. Высшие силы хотят, чтобы вы знали прямо сейчас, что вы будете счастливы, вам не о чем больше беспокоиться. Не беспокойтесь ни о чем. Будут прекрасные встречи. Вы, как госпожа, будете очень счастливы. Видите, здесь вы тоже как госпожа. На дне колоды и на... Почему говорю дно колоды? Это же первая карта была, да? И на коробочке. Вы будете счастливы, вам не о чем беспокоиться. Собаки лают, караваны идут. У успешных людей всегда есть те, которые им завидуют. Если мы кому-то завидуем, там тоже есть хитрость, белая зависть, да, такая, она есть у всех людей. Потому что белая зависть, вот если у нас есть кому-то белая зависть, это же то, чего мы хотим для себя. Но боимся, мы не сможем. Так что если вы не знаете, какая у вас мечта, многие из нас не знают, какая мечта, самая сокровенная, потому что иногда это так подсознательно, да. Мы смотрим
Вот кто нас восхищает из людей? Восхищение — это и есть белая зависть. Вот этого мы и хотим для себя. И этого вы добьетесь обязательно. А я вас очень люблю, обожаю. Вы для меня любимые, родные люди. Я знаю, что карты для вас мощно поработали, как всегда. И мои все расклады заговоренные на любовь и счастье. Все привлекают удачу именно к вам, к тому человеку, кто смотрит. И я знаю, что у вас будет все просто замечательно. А еще я знаю, что мы с вами непременно и очень скоро увидимся. Пока-пока, друзья!